Друзья, сегодня у нас рецепты с лапшой быстрого приготовления. В России их принято называть дошираками, но в Корее их называют рамены. И вы знаете, их тоже можно очень вкусно приготовить. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Как я уже сказал, рамен — это очень популярная еда в Южной Корее, и существуют целые рестораны, которые специализируются на блюдах, в основе которых лежит лапша быстрого приготовления. Можно вообще сказать, что там существует целый культ рамена. Друзья, только не путайте с японским раменом, это совсем другое блюдо. Так вот, рецептов очень много, а некоторые из них успели стать знаменитыми на весь мир, как тот самый рамдон из кинофильма «Паразиты». Ставь, кстати, лайк, если смотрел этот фильм. Те из вас, кто смотрит корейские дорамы, читает корейские комиксы, ну либо смотрит музыкальные клипы известных кей-поп исполнителей, наверняка видели, как главные герои регулярно кушают рамен, ну либо его готовят. И это выглядит всегда очень вкусно. И сегодня я вам покажу 3 моих любимых рецепта из самой знаменитой корейской лапши быстрого приготовления — шин рамен. В Корее вкус этой лапши знает каждый, и вряд ли перепутает его с чем-либо другим. Но мы сегодня будем готовить эту лапшу с добавлением дополнительных ингредиентов. Ну а прежде чем мы начнем, друзья, очень важная новость. Аналитика YouTube показывает, что 70% вас, моих зрителей, смотрят видео без подписки на канал. Друзья, давайте исправлять ситуацию. Если вы регулярно возвращаетесь на мой канал, чтобы посмотреть свежие ролики, то просто подпишитесь и нажмите в колокольчик, так вы точно не пропустите новые видосики. Ну а теперь пойдемте готовить. Итак, первый рецепт очень прост. Они в принципе все простые, но этот самый простой. Все необходимые ингредиенты у вас на экране. Также этот список доступен в описании под роликом. Сначала нам надо все нарезать. Начинаем с грибов шиитаке. Нарезаем их всегда на пластины. Следующим будет зеленый лук. Его режем на кусочки длиной 3-4 см. Ну а далее куриные яйца. Берем небольшую глубокую тарелку, разбиваем в него яйца и хорошо взбиваем. Итак, начинаем готовить рамен. На плиту ставим кастрюлю, либо можете, как и я, взять вок. Наливаем 600 мл воды. После этого высыпаем сушеные овощи из пакетика. Потом высыпаем суповую основу. Кидаем туда грибы шиитаке. А после включаем плиту и ждем, когда вода закипит. После того, как бульон начнет бурлить, убавляем огонь до среднего и кладем лапшу. Варим 4 минуты, регулярно помешивайте. Итак, спустя 4 минуты достаем лапшу и перекладываем ее в глубокую тарелку. Оставляем бульон вариться и вливаем туда взбитые яйца. Сразу все хорошо перемешайте. Яйца начнут густеть, и наш бульон превратится в яичную пюрешку. Теперь закидываем туда зеленый лук, перемешиваем и варим минуту. Ну все, готово. Теперь эту всю массу нам надо добавить к нашей отварной лапше. Можете посыпать кунжутными семечками, и приятного вам аппетита! Друзья, данный рецепт очень простой, но он очень вкусный. Такое можно приготовить на завтрак. Получившейся еды как раз хватит на двоих. Благодаря яйцам вкус получается не острым и не сильно соленым. Обязательно попробуйте, ну а мы переходим ко второму рецепту.
Итак, ингредиентов тут тоже немного, вы их видите на экране. Не забываем, что можно сделать скриншот, либо заглянуть в описание под роликом. Друзья, данный рамен известен как рамен из комикса Куджирай. Я признаюсь честно, я этот комикс не читал, но много раз готовил по этому рецепту, и мне он очень нравится. Уверен, полюбите и вы. Начинаем, как обычно, с нарезки. Первым делом режем лук-порей. Если он у вас большой, как у меня, разрезаем вдоль напополам, а потом шинкуем поперек. Следующими режем колбаски. Я взял обычные полукопченые охотничьи колбаски, найти их можно в любом магазине. Режьте их так же, как я. Если вы любите есть палочками, то при такой нарезке вам будет удобнее. Итак, включаем плиту, разогреваем сковороду, добавляем примерно столовую ложку масла. Если у вас сковорода с антипригарным покрытием, можете масло не добавлять. Как сковорода разогреется, выкладываем нарезанные колбаски. Жарим их до небольшой корочки. Далее вливаем 300 мл воды. Высыпаем сушеные овощи из пакетика. А потом высыпаем суповую основу. Друзья, очень важный момент. Данный рамен у нас будет без бульона. Поэтому, если вы переживаете, что он получится слишком острым, либо сильно соленым, то добавьте всего лишь половину пакетика суповой основы. Как только вода закипит, выкладываем лапшу. Спустя минуту переверните ее, а потом спустя еще минуту перемешайте, чтобы лапша полностью распределилась по сковороде и варилась равномерно. Немного убавьте огонь. Спустя еще минуту добавьте в середину куриное яйцо. Потом накройте крышкой и варите так минуту. Спустя минуту откройте крышку. Как видите, яйцо схватилось, но желток при этом остался жидким. Далее кладем сверху 2 ломтика плавленного сыра. На медленном огне держим еще минуту. Потом посыпаем сверху зеленым луком и все, готово. Подавайте на стол прямо на сковороде и приятного вам аппетита! Друзья, такой рамен готовить очень легко, но по вкусу он получается просто потрясающий. Я думаю, что сочетание копченых колбасок, яйца, сыра и лапши никого не оставит равнодушным. Когда будете кушать, то все это дело можете перемешать, так тоже будет очень вкусно. Со временем вы приловчитесь готовить этот рамен так, что у вас сверху будет нежная лапша, а снизу вкусная хрустящая корочка. Данный рецепт я строго рекомендую каждому, но мы переходим к следующему, и это мой любимый кимчи-рамен. У данного рецепта целых 5 ингредиентов. Они все у вас на экране. Напоминаю еще раз, этот же список есть и в описании под роликом. Итак, нарезаем лук. Режем достаточно крупно, поперек. Следующим нарезаем шиитаке. Их режем как обычно, на пластинки. Далее кимчи. Его просто нарезаем мелко. Я обычно делаю это с помощью ножа или ножниц. Но в данном случае, так как кимчи у нас немного, удобнее резать кухонными ножницами. Далее берем кастрюлю, либо вок. Добавляем 1-2 столовых ложки растительного масла. И обжариваем фарш. Фарш нужно брать мясной. Подойдет говяжий либо свиной. Ну или их смесь. Жарим минуту и кладем сверху зеленый лук.
Обжариваем так еще пару минут, регулярно помешиваем. Далее наливаем 600 мл воды. Высыпаем сушеные овощи из пакетика и суповую основу. Перемешиваем и ждем, когда закипит. Как только бульон начнет бурлить, кладем нарезанные шиитаке и кимчи. Перемешиваем. Варим полминуты. Можно немного прибрать огонь. И выкладываем лапшу. Варить нам ее надо 5 минут. Регулярно помешивайте лапшу. Ну все, рамен готов. При желании можно добавить еще нарезанный на пластины тофу и посыпать сверху кунжутными семечками. Приятного вам аппетита! Друзья, это очень вкусно, вы обязаны это попробовать. Я знаю, что многие из вас скажут, но это же сублимированный продукт, и это не может быть полезным, и будете отчасти правы. Но какая разница, если это вкусно? Вы ведь не будете питаться одной лапшой, правильно? Но иногда ведь хочется доширака, правда? Ну признайтесь. Теперь вы хотя бы знаете, как приготовить вкусно шинрамен аж целыми 3 способами. Кстати говоря, можете использовать не только шинрамен. Существует очень много аналогов, как острых, так и не острых. Можете смело экспериментировать с другими видами лапши, просто шинрамен самый известный, и его нетрудно встретить на прилавках гипермаркетов, ну либо в интернет-магазинах. Ну и если возникнут проблемы с грибами шиитаке, то просто замените их на шампиньоны. У них немного другой вкус, но зато они готовятся так же быстро. Не забываем подписываться на канал, ставить пальцы вверх, жать в колокольчик, ну и конечно же писать свои комментарии. Если это видео наберет 1500 лайков, я покажу еще 3 рецепта вкусных раменов. Я их много знаю. В общем, спасибо вам большое за просмотр. С вами, как обычно, был Денис Ким. Обязательно гляньте другие мои ролики. Ну и всем пока.